предыдущей серии. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Продолжается мой проект по строительству дома. В этой серии мы доделаем фундамент и сделаем гидроизоляцию. А теперь обо всем по порядку. После того, как были выставлены щиты, нужно сделать так, чтобы посередине эти щиты не расперло бетоном и фундамент не стал круглым. Для этих целей обычно используют проволоку, но так как у нас относительно густое армирование, проволоку вязать неудобно, поэтому мы решили середину зафиксировать арматурой. Щиты просверливаются насквозь, вставляется прут арматуры с приваренным поперечным куском, и с другой стороны сваркой прихватывается еще один поперечный прут. Перед заливкой проверяются еще раз все размеры, все диагонали, чтобы все было четко. Если будут ошибки с размерами, то их уже потом не исправить. Опалубка с каркасом готова для заливки. Обратите внимание, что все углы согнуты, арматуру мы не пожалели, все сделано на совесть. Теперь можно спокойно заливать бетон и ничего не разопрет. Это закладная под вентканал и дымоход. Сборка каркаса, гидроизоляция свай, подсыпка, выставление щитов – все это заняло примерно 1 месяц. На участке постоянно работало 2 человека. Ждем бетон. Добрый день, еще ближе сможете подъехать? Для заливки таких масштабных конструкций, конечно же, лучше всего использовать бетон-насос, чтобы фундамент был монолитным единым целым. Есть 2 варианта бетон-насоса. Это классический и гибрид. Гибрид – это миксер со встроенным бетон-насосом. Отличаются они тем, что у миксера меньше вылет стрелы. У нашего гибрида, который я заказал, вылет стрелы 24 метра. Максимальная длина дома 17 метров. С учетом изгиба он как раз впритык достает до самой дальней точки. Преимущество гибрида в том, что вы экономите на одной доставке, так как гибрид приезжает уже с бетоном. Откуда начинаем? Далека? Бетон заказывали М350 на щебне. В прокате взял 2 простых глубинных вибратора с длиной хобота 1,5 метра. В таких ситуациях рекомендую всегда брать по 2 инструмента. Если вдруг будет какой-то форс-мажор, приедет бетон и у вас один вибратор вдруг сломается, у вас не будет времени съездить взять другой, потому что будет работать бетононасос. Поэтому для подстраховки всегда берите по 2 инструмента, тем более, что аренда недорогая. Гибрид раскладывает стрелу и проверяем, достает ли он до нашего самого дальнего участка. Перед тем, как запустить бетононасос в работу, необходимо подготовить трубопроводы, по которым будет прокачиваться основная масса смеси, то есть смазать их внутреннюю поверхность. Сначала решили использовать бетон с миксера, который приехал следом. Всего я заказал 3 миксера. 25 кубов бетона. Началась подача бетона.
У нас в команде работает 3 человека. И я 4-й, все снимаю. Мы начали с самого сложного участка, то есть самого дальнего, где шланг бетононасоса нужно натягивать, чтобы он достал до опалубки. Кое-как в натяжку залили этот участок, даже пришлось под шланг подставить стремянку. Ну а дальше уже один человек держал шланг, и 2 человека следом шли с вибраторами, распределяли бетон по опалубке. Заливали в 2 захода. Сначала наполняли половину опалубки, проходили вибраторами, затем доливали опалубку до отметки. В качестве отметки были внутри забиты обычные гвоздики. Таким образом, в течение 2 часов был залит весь ростверк. Вообще, в фундаменте большая точность не нужна. Уровень фундамента по всей площади получился плюс-минус 5 мм. Опалубка заливается не до краев, так как выставить ровно доски очень сложно, потому что они кривые. Доски обычно делаются на 10-15 см выше нужного уровня, а внутри опалубки делается разметка. Чаще всего забиваются гвоздики по гидроуровню или по лазерному уровню. После заливки верхнюю часть нужно сделать гладкой и убрать лишний бетон. Для этого используется металлическая гладилка и вода. На улице было очень жарко, бетон был хороший и начал быстро схватываться. И на одном участке даже пришлось сбивать частичный бетон сверху топором и лопатой. Но все обошлось, получилось красиво, все успели сделать. Что еще произошло в этот день, это то, что миксер наглухо застрял на участке. В соседней деревне я нашел машину-ассенизатор, и она еле-еле вытащила миксер. Миксер, кстати, очень тяжелый, весит примерно 15 тонн. Первый раз отцепился трос. Оторвался трос.
Со второго раза все получилось. Догладили весь фундамент и помыли инструмент. После того, как мы залили ростверк, взяли паузу на 2 недели. Если на улице стоит жара, то опалубку раньше времени лучше не снимать, так как опалубка с пленкой внутри предотвращает испарение влаги. Все это время 2 раза в день я ездил, поливал фундамент. Поливать нужно обязательно, чтобы была гидратация цемента, чтобы он набирал свою прочность. Сегодня у нас очередной рабочий день. На фундаменте сняли опалубку. Сегодня мы будем заниматься подготовкой фундамента к гидроизоляции. Значит, что нам надо сделать? Сверху пройдемся, снимем вот такие вот сопли. И в некоторых местах, где выдавило бетон, вот, например, вот такие слегка почистим, чтобы потом не мешало сюда клеить пенополистирол XPS. Вот такие места почистим и сверху сопли. То есть без фанатизма. Потому что объем работы относительно большой. И лишнюю работу тоже неохота делать. Чистить будем алмазной чашкой, болгаркой. Привез я несколько болгарок. Сейчас с ребятами займемся. Пылесос не брал, так как работаем на открытом воздухе. Хотя, в принципе, можно и с пылесосом выполнять такую работу. Возможно, кто-то в комментариях напишет, что чистить фундамент не обязательно, это же фундамент. Но дальше будет наноситься гидроизоляция и приклеиваться пенополистирол. Если будут бугры, то будет это сделать неудобно. Перед нанесением праймера я решил обеспылить поверхность. Сначала попробовал щетку. Потом нашел более эффективный вариант. Это просто смыть пыль водой из шланга. Для гидроизоляции фундамента используем праймер и мастику от компании Технониколь. Первым делом будем наносить праймер. Он выполняет роль грунтовки и подготавливает поверхность для нанесения мастики. Перед применением праймер нужно перемешать. Наносить будем при помощи кисти и валиков. Праймер наносится как обычная краска. Во время нанесения у нас была очень жаркая погода, поэтому консистенция позволяла наносить его нормально. Знаю, что некоторые ребята в холодное время года перед нанесением подогревают ведро. Праймер наносится в 2 слоя с интервалом для промежуточного высыхания.
Заказал доставку экструзионного пенополистирола Технониколь для утепления фундамента. Работа по чистке фундамента и нанесение изоляции идет параллельно, так как работает 3 человека. После того, как все было почищено, праймер наносится на наружную сторону фундамента. После того, как был нанесен праймер, наносим мастику. Мастика и праймер Технониколь хорошего качества. Они, кстати, производятся в Беларуси, в городе Осиповичи. Перед применением обязательно нужно перемешать. При необходимости можно разбавить бензином. Мастика тоже наносится кисточкой или валиком в 1 или в 2 слоя. Гидроизоляция фундамента по бокам ростверка готова. Внутренняя и внешняя часть фундамента будет утепляться экструзионным пенополистиролом Технониколь Карбон Эко. Для внутренней стороны мы будем использовать экструзионный пенополистирол толщиной 2 см. Это идеальный материал для фундамента. Он шершавый, к нему хорошо липнет раствор. А для внешней стороны мы будем использовать листы толщиной 5 см. Они уже сделаны с четвертью, чтобы не было мостиков холода. Пенополистирол монтируется на клей-пену. Тут зонтики не нужны, так как будет делаться обратная засыпка и песок прижмет листы к фундаменту. Внутреннее утепление фундамента по деньгам получается недорого. Хуже от него точно не будет. Пена наносится на лист, нужно подождать 2-3 минуты и приклеить к основанию. Вообще пенополистирол XPS Технониколь я очень часто использую в своих объектах. Для утепления фундамента это идеальный вариант. Он не боится воды, не гниет, не разрушается, и это очень эффективный теплоизолятор. Таким образом приклеивается весь контур. Параллельно с утеплением закатали верхнюю часть фундамента праймером и мастикой. Перед укладкой блоков нужно сделать гидроизоляцию. Для этого будем использовать гидроизол. Рулон разрезали на 2 части. Для приклейки используем обычный туристический газ. Гидроизол разогревается и приклеивается к основанию. На улице довольно-таки жарко, и погода нам помогает. Эта гидроизоляция будет отсекать стены от фундамента.
Сметы на работу и материалы. Сколько стоил ростверк, утепление и гидроизоляция. Ну что, ролик подошел к концу. Если было интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!